общий расклад Таро, знает ответ на его мысли и чувства о вас сегодня. Друзья, Алехандро Таролог с вами на связи, и мы сегодня с вами сделаем общий расклад Таро на отношения, в котором попытаемся посмотреть его мысли, его чувства, его планы, его действия, его отношения к вам, вашего партнера, а также посмотрим, возможно, кто-то мешает вам, вмешивается в ваши отношения, влияет, ну и мешает ли, да. Ну, вдруг никто не мешает, то все хорошо. Давайте посмотрим сначала, кто пришел на расклад. Пришел на расклад человек, который не может долго решить или решиться на что-то. Двойка мечей, это, знаете, вас как будто бы заставляют, что ли, или принуждают. Ну, часто это карта вынуждения или принуждения. Играть для кого-то, говорить для кого-то, не понимая или не видя, что будет дальше. Вообще, карта по двойке мечей, нам нужно что-то принять или смириться с чем-то. Да, вот и этому человеку, который вот пришел сегодня, ему нужно ли смириться или принять то, что есть, или решить этот вопрос, который уже, знаете, как будто бы вы узлом завязались, и чем дальше это тянется, тем эта музыка невыносимее, да, или тяжелее. В общем, чем больше времени идет, тем тяжелее для вас играть, да. Играть эту музыку, или слышать что-то, да, или понимать что-то. То есть, вот, минимум, чем дольше в отношениях, тем больше не понимаете. Дальше, здесь мужчина, если есть, то он обладает очень большой властью. Ну, может быть, над вами, как над женщиной. Если вы мужчина, то у вас много власти. И мужчина здесь любого знака зодиака может быть, абсолютно. Император у нас всегда это совокупность всех знаков, поэтому, то есть любой знак, но особенно это телец и овен. Поэтому вот если у кого-то телец овен, это прям для вас расклад, да. Далее, здесь есть проблемы с деньгами, в бизнесе. Проблемы могут быть у мужчины, у женщины, особенно у мужчины с деньгами. Особенно у мужчины с деньгами. Может быть такое пьянство, алкоголизм, может быть, кстати, дурное влияние. Почему? Потому что пятерка пентаклей — это падение духа или, пробой энергетический, да, то есть, як українською кажуть, є негаразди, да, то есть есть проблемы периодические или постоянные. Или у вас, как от мужчины от женщины, проблемы появляются. Смотрите, или у вас у женщины от мужчины проблемы появляются. Либо мужчина не хочет решать ваши проблемы. Например, вы там разводитесь, к примеру, да, или расходитесь, он алименты не хочет платить. Или вы расходитесь и не можете, потому что вы зависите от него. Да, вот такая ситуация. Как минимум, в прошлом этот мужчина уже был сильно властный и имел для вас очень большое значение и сильную власть. Сейчас он может переживать проблемы. Или он, наоборот, не потерял свою власть, а пытается укрепить свою власть и значимость за счет ваших финансовых проблем. Вот так вот. Далее давайте смотреть. И алкоголизм у мужчины тут тоже может быть даже, как просто выпивает и становится, например, агрессивный. Вот так. Или выпивает и начинает обещать что-то, а вы не знаете, что с этим делать. Да? Далее, здесь есть рыцарь мечей, и это агрессия. То есть, или вы чувствуете, что чем дальше будут развиваться отношения, тем он будет жестче, этот мужчина. Или наоборот, женщина будет более агрессивна к вам. И здесь может быть агрессия с двух сторон. Вообще это мужская агрессия, мужчина-агрессор, поскольку смотрят чаще всего женщины. Так оно часто и бывает, что мужчина там выпил и начинает руки распускать, например. Или начинает давить, или начинает шантажировать. Или наоборот, даже вот он, допустим, он трезвый, да. Но все равно, чем дальше ваши отношения, то предчувствие вот это вот, да, вот здесь вот непонимание, к чему идет. Но если есть предчувствие, интуиция говорит, что чем дальше будет хуже, чем было, да, вот оно так и есть. Рыцарь мечей, к сожалению. Ситуация, тенденция не улучшается между вами и улучшаться пока не будет. Как минимум вы должны об этом или догадываться, или предчувствовать. Здесь больше догадки, чем предчувствие, да, вот мысленная карта, мысленная, да. Но и интуиция тоже может вас не подводить. И двойка жезлов, опять-таки, смотрите, двойка начинает, двойка заканчивает. Вы не знаете, что с этим делать. Мужчина все-таки имеет власть. Возможно, этот мужчина с кем-то, кого-то подключает к этим отношениям, что как-то эта власть его усиливается. Может быть, у него есть друг, который там ему постоянно советует что-то. Но по двойке жезлов это власть. То есть, в принципе, как минимум, мужчине здесь выгодно сохранить влияние над женщиной. Может быть материальная, может быть физическая, может быть просто власть доказать, а может быть просто как мужчине. Да, вот он не хочет ее потерять и все. Окей. Давайте посмотрим, с чем придется смириться в ближайшее время. Вот эта карта смирения, вот с чем нужно согласиться. С чем нужно согласиться?
чем нужно согласиться или придется. Ну, смотрите, здесь отшельник и как бы пауза в отношениях. Это есть хорошо для всех. Дистанция в отношениях тоже есть хорошо. Выздоравливание, как минимум, себя в этих отношениях тоже хорошо. Ну и мудрое решение нужно принимать. Ну, как минимум по отшельнику я бы сказал, здесь лучше сделать пока что паузу и как-то быть... Ну, промолчать, например. Или не делать никаких резких движений, не обострять ситуацию. То есть вот, давайте так скажем, ускорять процесс здесь нельзя сейчас. И отстраниться, спрятаться, промолчать, затихариться, да, вот это вот как бы и неплохо было бы в этом моменте. Какая власть по-настоящему у нас здесь и сейчас есть у этого мужчины? Ну, над вами, например. Власть мужчины. Давайте посмотрим власть. Какой он властью обладает? Император же. Ну, здесь власть у него сохранилась очень серьезно. Во-первых, он о вас много знает. Здесь, видите, посыльный. И шестерка жезлов — это победа, да, то есть успех. То есть, ну, как минимум, он хочет выиграть в этой ситуации, победить или... Благодаря той информации, которую он вас владеет, он хочет выиграть в этой ситуации. То есть он о вас знает гораздо больше, нежели вы думаете. Ну ладно, давайте смотреть дальше. Какие проблемы могут вызывать эти отношения? Вообще, в общем, проблемы, в общем, и материальные, и духовные, да? Ну или как эти проблемы могут усугубляться? 14. Ну, они могут усугубляться и усугубляться. То есть, знаете, как мы думали, что это дно, но со дна постучали, да? 14 — это вообще дом Скорпиона и дом кризиса. Я могу сказать, что, в принципе, чем это грозит? Или очень серьезным ухудшением ситуации и в нем застрять. То есть вы можете застрять просто. Двойки здесь, двойки — это не решение. То есть здесь, понимаете, как вы можете застрять в очень серьезной проблеме. Двойка, пятерка здесь пентаклей, а здесь 14 прям, ну, вообще это карта искусства и урегулирования. Но если процесс остановился, да, замрет, вот, например, по причине мужчины, который, ну, возьмет и благодаря своей власти и той информации, ну, будет ограничивать, допустим, свою вторую половину, да, в каких-то действиях, то вы рискуете застрять там в нерешении какого-то вопроса. Ну, я не знаю, может быть, там, не идти дальше, да, не быть свободным, быть зависимым от этого человека, от мужчины или от женщины. Вот так. То есть вы рискуете застрять. И как будто бы будет такая ситуация, что часть его в вас находится, вот энергетическая, да, душевная, а часть вас в нем. И вот как будто бы вы не сможете разделиться, да, то есть быть самим собой. Вот это вот проблема здесь может быть. И какие опасности, вот именно вот прямо опасности. Это проблемы вообще, а это прямо опасности. Давайте смотреть. Да, ну смотрите, здесь мир. Вы рискуете завязнуть в его мире и в мире его власти, к сожалению. И, ну, мир есть мир. Мир — это, знаете, как с одной стороны связь и контакт. То есть вы не перейдете на принципиально новый уровень. И как минимум будете зависеть от этого человека. Причем зависеть... ну, знаете, как вот в рабство можете попасть. У меня такое почему-то идет ощущение от двойки мечей все-таки. Здесь власть, здесь, знаете, как будто он вас привяжет к чему-то, да, к стулу, условно говоря, и заставит играть на скрипке день и ночь, да. Ну, или там что-то делать. То есть, ну, вы рискуете как минимум быть несвободным. То есть мир — это выход в другую реальность. То есть ваши реальности, они будут как... Вот здесь вот как в алхимическом вот этом процессе перемешаны. Это же вот здесь перемешивание идет. Как в миксере, да, поэтому вы будете завязаны, и причем завязаны с проблемами, к сожалению. Окей, ну, проблемный сегодня расклад. Ну, а гримуар, он такой, ну, мрачная колода сама по себе. Почитайте Говарда Лавкрафта, да, там у него интересные есть рассказы, повести, рассказы. Давайте посмотрим, что с этим делать. Вот по этой карте, да, вот здесь вот как будто бы они рассуждают, что делать дальше. Ну, давайте как совет посмотрим. Здесь нужно уйти от мужчины, а мужчине уйти от женщины. И здесь лучше сделать дистанцию пока что. Пока, возможно, не поздно. Вот это вот, видите, вам сейчас нужно принять решение о дистанции. И все-таки как совет, восьмерка чаш — это как минимум. Мужчина уходит, женщина уходит. Или уйти из того места, где вам, возможно, предлагают много денег, золотую клетку, там золотые побрякушки, бусы, там, я не знаю что, да. Вам это лучше растянуть, да, вот, ну, разойтись в разные стороны. Ну, мужчине, например, какой совет? Ну, вот часто бывает, ко мне обращаются там молодые люди, ну, там, зрелые люди в возрасте, да, вот, и что я только для нее не делаю, она там об меня ноги вытирает, да, ну, к примеру,
Такое же часто бывает. Бывает. Ну, вот здесь лучше уйти. Ну, как уйти? Разъединиться пока. Не разрывать. Вы не сможете сейчас разорвать. Здесь алхимия идет. Вы уже пошли в такой процесс, да, где как бы урегулирование, оно не будет простым. И ваша реальность, она полностью должна поменяться для того, чтобы что-то наладилось. Неважно, в этих отношениях или уже при выходе из отношений. Вообще идеально, если бы вы разорвали эти отношения, потому что они болезненные. Вот в этом раскладе. Ну, если вы не хотите сейчас, не готовы разрывать полностью, там, терять друг друга, да, или ставить жирную точку, то паузу нужно делать, и нужно, ну, в личном формате прояснять ситуацию, а как, а что и так далее. Окей, давайте мысли, что думает о вас загаданный человек, что он думает о вас сегодня. Ну, он думает, что он любит вас, но здесь такая любовь агрессивная достаточно, я вам так скажу. Вот она и вот она. Я не говорю, что, допустим, ну, вообще в императоре все архетипы и психопата тоже, но здесь вот такая вот любовь. Вот так мужчина любит, таким образом. Но, друзья, и женщина точно так же любит. И я вам скажу, он думает, что здесь какая-то мистика происходит. Почему мистика? Рыбы, знак зодиака рыбы здесь выпадает. Какая-то мистическая любовь, то есть, или мистическая связь. То есть ваш партнер думает о вас, что он вас любит, но при этом понимает, что творится что-то необычное. Что-то странное, что-то загадочное. Вот об этом. Давайте посмотрим теперь чувства. Вот как раз вот рядом. В мыслях чувства, да, в мыслях чувства у него. У нее тоже. Мы смотрим и так, с двух сторон. Что чувствует? Знаете, тем не менее, четверка, есть некое достижение, он чувствует, что достиг некого результата. Мужчина здесь, может быть, чувствует, что он побеждает, и что даже если сейчас какая-то проблема, то он все равно чего-то добьется. Внутри его сердца, давайте так, жеврия, да, украинскую жеврия, теплится огонек надежды, да, вот. У женщины тоже, а женщина, кстати, тут вообще в зоне комфорта тоже как бы думает, вот я ему мозги там треплю, нервы, жилы из него выкручиваю, как говорится, нервы ему там долбаю, да, а он все равно держится, да, крепенький орешек попался, да. Вот вы напишите мне, у вас какая ситуация похожа на эту, да, и вот, а как у вас это проявляется, да, что при том, что есть какая-то проблема, вы все равно какое-то внутреннее и интеллектуальное, и душевное удовлетворение ощущаете, да, вот такое. Давайте дальше посмотрим. Мысли понятно, чувства понятно, то есть в глубине души есть тепло, что все типа хорошо будет, как минимум. Я не теряю надежду, что я смогу это преодолеть. Его и ее какие-то там примхи, да, или причуды, да, вот так. Давайте посмотрим, что он хочет делать дальше, да, вот как бы планирует, его планы. Ну, смотрите, он будет продолжать, как минимум, это финансовая, кстати, карта, продолжать то же самое делать в отношении денег и продолжать, в принципе, такую же свою стратегию, политику или тактику в этих отношениях. То есть мужчина здесь не поменяется. А вот женщина вынуждена будет адаптироваться. Видите, вот здесь женский образ, он вот в этой фигуре, да, находится. Поэтому, ну, как минимум, видите, у него есть инструмент, и он будет там этого монстрика, да, вытесывать дальше, да, как такового. То есть он будет оттачивать свое мастерство, а она вынуждена под вот этим процессом где-то даже страдать. Я понимаю, что слово страдание как бы не может быть неприемлемо, вы скажете, там, ну его нафиг это страдание. Ну, пишите тогда в комментарии, только пишите без всяких плохих слов, а то YouTube не пропускает. Но, тем не менее, он продолжит в том же духе, да, вот как минимум работать, иметь власть и поступать так, чтобы вы ушки-то свои, да, немножечко вниз, да, опустили. Ну, по сути, это вот он будет вас прикрывать вам рот и причесывать, да, вот так вот приглаживать, видите, как вот здесь. Что это ему дает? Все так же власть, все так же эго, все так же амбиции, все так же, ну, мужское, да, что-то. А женщина здесь где-то, она все-таки на крючке власти мужской, как минимум, потому что ей нужен такой вот жесткая рука, да, вот она что жесткая. Ну и деньги тут. Они играют и то играют какую-то свою роль. Хотя здесь вот может быть и манипуляция деньгами, вплоть до, ну, прямо их отсутствия, да, такое тоже часто бывает в семьях или в отношениях, где один из партнеров жестко может поманипулировать, например, там, дать денег, не дать денег, ну, как вариант, да. Окей, ну это планы. А что он намеревается делать или что он будет делать? Вот это планирует, да, а это вот будет сейчас, да, делать. Он возьмет всю ответственность на себя, может приехать к вам, прилететь. Видите, это
Женщина это летит верхом на старце, старец, да, это чудовище, да, или этот монстр, это, ну, как бы древние создатели, архитекторы Земли, да, там не Земли, а цивилизации, да, первые цивилизации, древнейшие, вот, пятиконечные. И вот этот старец, да, он мудрый, ну, умный, мудрый, то есть он может прилететь к вам и забрать вас к себе, да, то есть, ну, то есть что он планирует делать? Посетить вас или показать вам, женщине, свои возможности. Почему? Потому что старец есть самая первая раса, которая там, ну, создавала миры миллиарды лет назад. Ну, миллиарды, миллионы, там сотни миллионов, да, то есть очень-очень давно. Поэтому в его намерение входит взять вас как бы на свою спину и понести под свою ответственность в свой мир. Ну, это о чем может быть? Это может быть такое, что если вы будете убегать от него, сторониться, то он будет вас преследовать. И не давать вам убежать. То есть, смотрите, у вас мир, вот она карта, и вот агрессия. То есть он будет стараться иметь над вами власть. Если у вас там развод, например, да, вот для этого расклада вы смотрите, что будет, если будет развод, ну, то он будет не давать вам спокойно дышать. Будет создавать проблемы, используя весь свой ресурс. Весь ресурс. Вот. Но, а если у вас идет как бы примирение, он может появиться на вашем пороге и взять даже, или приехать к вам, или пригласить вас к себе. Ну, или приехать, забрать и повезти в свой мир. Ну, а давайте еще посмотрим, как это будет происходить. Оно вам надо вообще или нет? Тут же все карты говорят, вам надо сторониться. Что вам при этом делать? Ну, здесь 13-й аркан. Аркан, сами знаете какой, да? С косой. 13-й, смерть которая. Но я рекомендую ограничиться максимум, да, если у вас есть какая-то связь, это максимум сексуальная связь может быть, да, при этом, если вы поддерживаете что-то. Но карты говорят, что вам пока этого делать не стоит. То есть соглашаться на его условия, на поездку к нему, поездку с ним. То есть вам нужно переждать. Здесь 14, а здесь 13. Рядом эти два аркана. Не знаю, потому что здесь и мир. То есть это для вас очень рискованно все-таки. То есть я бы не рекомендовал вам идти на его какие-то соблазны пока что. Пока что, но здесь и сейчас вот, ну, вот так карты советуют, а там вы уже посмотрите. А теперь давайте посмотрим. Вот здесь аркан рыбы, вот здесь мы и спросим. Здесь есть нужно что-то решить, принять. Здесь какой-то мудрый старец, мудрый лекарь, доктор, целитель, а здесь что-то скрытое. Вот на вас влияет кто-то, ну, на ваши отношения. Тройка пентаклей. Ну, напрямую, ну, как бы не говорится кто. Ну, третий лишний может быть. Давайте еще раз спросим, да, вот здесь теперь. Влияет ли кто-то, да, вот отдельно на мужчину? Пока что тройка пентаклей, ну, да. Но здесь дьявол в тени может быть, да, вот демон в тени. Ну, давайте попробуем еще разок, спросим. Влияет ли на мужчину? Ну, правосудие, это как минимум, если он женат был. Если был, то бывшая жена. Но вообще тут прям как правосудие Вуду могут. Здесь может быть какое-то магическое влияние, но мы не делаем сегодня диагностику, да. Но имейте в виду, третье лицо в виде женщины, как минимум правосудие это брак, бывшая жена здесь вполне. Давайте посмотрим, насколько это влияние сильно, да, вот так вот. Потому что здесь работа, здесь энергетический и финансовый пробой, а здесь какое-то урегулирование идет или завязка, да. Насколько оно сильно? Оно очень сильно, прям башня. Она прям бьет. Ну, смотрите, если у вас, вы знаете, что третьего человека нету, то тут могут быть проблемы на работе, в бизнесе, с партнерами и в карьере у человека. Имейте это в виду. То есть, если это не влияет женщина, соперница, то у этого мужчины могут быть просто вот проблемы в работе, карьере и финансах. И причем у него проблемы достаточно серьезные. 16 башня, плюс правосудие, плюс Вуду. Ну, откидывая магию, имеем просто стандартный набор классических проблем любого бизнесмена, который рано или поздно попадает в башню, да, потому что любой бизнес выстраивается, а потом рано или поздно он рушится, да. Ну, 99% да, бизнесов так происходит, по такой петле идут. Давайте посмотрим, что делать с вот этим влиянием. Что делать вам, если вы с соперницей или вы оказались ваши действия. То есть, помимо того, что вам сделать паузу, где-то, может быть, отстраниться, отдалиться, это понятно, да, но это как бы про отношения. А вот вам именно вот в финансах и в материальном мире что посоветуют карты? Ну, здесь перспектива. Я пока скажу так, не торопитесь. Просто не торопитесь что-то предпринимать, опять-таки. Учитывая то, что здесь колесо людей, да, ну как бы община, да,
Постарайтесь найти по какую-то поддержку. Поддержку, причем рода, родственников, духов рода. Ну, тут духи рода есть, кстати, вот они. Но вам важно вот сохранять целостность. Не дробите свой мир, не дробите свой финансовый поток. Придержите свои возможности, силы, действия и пока никуда не инвестируйте. Придет время, со временем. Ну и где-то, может быть, обратитесь, может быть, за помощью к родственникам, да. Ну и еще одна карта, которую мы спросим. Уйти или остаться? Почему? Спрашиваем. Смотрите, здесь мужчина не знает туда-сюда. Здесь уйти. Ну, мужчина уходит, женщина. А здесь смерть прям, да? То есть, как бы вроде бы все. Или чем закончится это все, да? Вот или вот так посмотрим. Ну, здесь Иерофант, здесь закончится, в принципе, хорошо все. Неплохая карта. Но решение должен принимать мужчина. И здесь очень много влияют высшие силы. Как таковые высшие силы. Это раз, то есть случай, род, родственники влияют. Очень сильно на мужчину влияют родственники здесь. Вот. И пока что, вот если уйти или остаться, здесь 50 на 50, видите? Это близнецовая карта. Но пока что не торопитесь разрывать почему-то. Вот здесь вот, несмотря на вот эти две карты, я бы сказал, все-таки эти две, они как бы... Здесь должна быть какая-то наука. Вы имеете какую-то выгоду вторичную из этой ситуации. Поэтому разорвать отношения сейчас вам не нужно. То есть, если уйти или остаться, остаться. А чем все закончится, должно закончиться все хорошо. То есть, должен быть компромисс. Вот он, компромисс все равно может быть по этой карте, хотя он и кризисный. Любит ли вас загаданный человек на самом деле вот в этой ситуации, которую мы сегодня с вами просмотрели? Ну да, Паж Пентаклей, но если он вас любит, то любит как ребенка, как слабого человека. То есть, здесь действительно позиция силы к позиции бессилия. Может ли быть здесь счастье? Ну, здесь его нужно пережить. Здесь для того, чтобы быть счастливым, нужно пережить собственные страхи. Просто здесь вот такая картина, где демоны, да, как бы гонятся за ним. Давайте так скажем. Да, но нечто жуткое придется пережить. Вот и башня здесь, и вот это правосудие непонятно как вуду, да, тут и вроде бы какая-то магия может быть, да, то есть какую-то мистику тут можно пережить. Ну и давайте, будете ли вы вместе в конечном итоге, да? А вот здесь королева мечей. Королева мечей это не парная женщина, да, это свободная женщина. Но для женщины вряд ли, то есть вы вместе здесь будете, да, может быть так оно все и разорвется, что королева мечей это свободная, да, то есть это не в браке. Но как бы вы будете свободны для новых отношений, то есть продолжение у вас может быть с другим человеком. А вот мужчина, будете ли вы вместе или нет, ну, может быть и будете. Если сможете подобрать нестандартный, возможно, какой-то подход к этой женщине, но тогда вы как бы боретесь за женщину достаточно агрессивно. Ну, с другой стороны, да. И здесь оно может быть и нечисто, в плане того, что вы прилагаете усилия, да, если вы там не какой-то злой человек, да, злой дядька, да, или злой демон, а из лучших побуждений что-то делаете, а она вас вот уничтожает. Ну, вы можете быть вместе, но здесь нужно будет пройти и путь к темной башне, и путь к темному сердцу, и, может быть, даже вытаскивать из своей куклы, возможно, вытаскивать из своей куклы иглы, которые пропитаны темной энергетикой. Ну, вот такой сегодня интересный был посыл на темной колоде. Пишите свои ощущения и пишите, насколько близко или далеко этот расклад от вас. Мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя и мир, который окружает вас. И постарайтесь сделать все, чтобы мир был светлее. А вот она и светлость, его светлость света для вас. Все буду добры, лишайтесь на зв'язку и до зустрічі. Па-па.